Иранский вопрос обсуждался на днях на саммите Большой Восьмерки в Кэмп-Дэвиде, где лидеры стран Большой Восьмерки еще раз подтвердили, что едины в подходе к решению ядерной проблемы Ирана. Никто не желает, чтобы Иран обладал ядерным оружием, но в то же время средства, как достичь того, чтобы Иран не стал страной, обладающей ядерным оружием, и подходы у государств разные. Россия однозначно против военного решения иранской проблемы, но некоторые страны склоняются к военному пути. Россия, так же как и другие страны, выступает против возможности создания ядерного оружия в Иране. Но вопрос заключается в том, каким образом достичь этой цели. По опыту уже десятилетнему, будем говорить, борьбы с Ираном по этому вопросу, наметились как бы три направления деятельности. Первое – это мирный дипломатический переговорный процесс, который идет уже очень-очень давно. Второе – это санкционные меры, которые тоже введены были официально в отношении вот именно ядерной программы Ирана в 2006 году первый раз. После этого Совет Безопасности принял еще 5 резолюций, 3 из которых содержали, всего 4, содержали санкционные меры против Ирана. То есть санкции в финансовом, экономическом плане – это второе направление, так сказать, в работе с Ираном. И третье направление – это силовое. Ежели другие партнеры России по шестерке, я имею в виду Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия, не исключают силового решения, то Россия и Китай категорически выступают против такого пути. Больше того, Россия и Китай также выступают против ужесточения санкций сверх того, что было в последних резолюциях Совета Безопасности ООН по Ирану. И вот здесь, собственно, главное отличие, я бы сказал, в тактике решения иранской ядерной проблемы. Если в стратегии разногласий ни у кого нет, то в тактике, как я уже обозначил, разногласия существуют. И на сегодняшний день, вот как мне кажется, все-таки переговорный путь, а также санкционный, не будем об этом забывать, все-таки открывают какой-то лучик надежды на то, что проблема будет сдвинута с мертвой точки, которой сейчас она еще пока находится. И я, например, личное мое мнение, считаю, что сочетание переговоров, пусть даже длительных и трудных, вместе с санкционными мерами может привести к определенным положительным результатам. И обратный процесс. В переговорном процессе, если Иран пойдет на определенные уступки, то, соответственно, его оппоненты должны сделать шаг в сторону Ирана. И здесь, мне кажется, знаменитый план министра иностранных дел России Лаврова «Степ-бай-степ», мне кажется, он может при обоюдном желании сторон привести к успеху. Когда мы говорим о различиях и расхождениях среди шестерки относительно того, как достичь разрешения цели без, так сказать, того, чтобы использовать военные измерения, у нас есть разница действительно в тактике. Я бы сказал, что господин Лавров говорил о
своем постепенном плане Америка никак не возражала, потому что уровень недоверия между сторонами слишком большой. Очень большая история недопонимания, непонимания и даже нечестности. Степень недоверия такова, что мы должны начинать с каких-то небольших шагов, чтобы укрепить, создать доверие, и потом, чтобы делать возможным большие шаги, какие-то крупные. И дискуссия в отношении плана Лаврова, каков был должен быть первый шаг, и какова должна быть взаимность, так сказать, сторон. Это как бы принцип этого подхода постепенного. И я думаю, что на самом деле у нас эти вопросы должен иметь некий приоритет над другими проблемными распространениями. Но такие страны, как Северная Корея, на которой говорит, мы хотим и должны иметь ядерное оружие. И теперь Республика Иран, она подписала договор о нераспространении. И это религиозный режим, который недавно была фетва, где было сказано, что стремление обрести ядерное оружие является грехом. На поверхности все соглашаются, что Иран с ядерным оружием – это не то, что кто-то хочет, и мы должны сосредоточиться на том, как Иран может убедить международное сообщество в соответствии с гарантиями МАГАТЭ, что он не стремится к обретению ядерного оружия. Американо-иранские отношения имеют долгую историю, и в том числе диалог по ядерным вопросам. И он отнюдь не всегда был такой антагонистичный, каким является сегодня. Я хочу напомнить, что помимо взаимодействия в гражданской атомной энергетике между Ираном и США, Иран в свое время участвовал в ядерном испытании США в качестве наблюдателя, поэтому история помнит разные формы взаимодействия между Ираном и США. И, на мой взгляд, два ключевых понятия необходимо иметь в виду, когда мы говорим о возможности урегулирования кризиса. Первое – это, безусловно, доверие, и это то, над чем необходимо работать. В этой связи я бы хотел напомнить о том, что вот тот проект по поставке ядерного топлива для исследовательского реактора, в Тегеранском исследовательском реакторе, так называемый SWAP deal или TRR deal, на мой взгляд, был крайне привлекательным проектом для всех сторон. К сожалению, к большому сожалению, внутриполитическая обстановка в Иране крайне тяжелая для того, чтобы какой-либо компромисс мог быть принят. И второй важный элемент, когда мы говорим об урегулировании кризиса, это взаимность. Потому что доверия нет не только к Ирану, но и у Ирана нет доверия к странам «шестерки», 5 постоянным членам Совета Безопасности и Германии. Поэтому взаимность важна. И, к сожалению, на более раннем этапе урегулирования кризисов, в начале 2000-х годов, до середины 2000-х годов, был целый ряд предложений на столе переговоров, которые не были реализованы не по вине Ирана. Поэтому взаимность крайне важна, и, на мой взгляд, к сожалению, сегодня она невозможна не только со стороны Ирана по причинам, которые я обозначил, но и со стороны Соединенных Штатов. В период президентской кампании крайне тяжело будет демократической администрации принять какой-либо компромисс в рамках диалога с Ираном. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на тот важный, но тактический позитивный шаг, который был сделан на встрече в Стамбуле, нам не следует много ожидать от предстоящей встречи в Багдаде. На мой взгляд, главное сегодня – это сохранить диалог и его преемственность с тем, чтобы он не заглох накануне американских выборов, а затем, хочу напомнить, и президентских выборов в Иране. На мой взгляд, крайне важно поддерживать диалог, по возможности даже развивать его и по другим каналам, по другим направлениям, с тем пониманием, что на реальный прогресс
в урегулировании кризиса, мы вряд ли сможем выйти ранее, чем через 12-15 месяцев, когда и в Вашингтоне, и в США, и в Иране пройдут президентские выборы. На мой взгляд, до этого обстановка в обеих столицах, а Иран и США являются ключевыми переговорщиками в рамках формата 5+1 и Иран, вряд ли прогресс возможен. Я так вижу, что есть консенсус по поводу того, что доверие является проблемой, но взаимность для достижения компромисса тоже является проблемой. Мне кажется, что вот это допущение, что надо говорить лучше, чем сражаться, в принципе, я с этим согласен. Но если беседы позволяют продолжать обогащение урана, чтобы в тайне продолжались работы по созданию ядерного оружия без адекватного мониторинга и инспекции, при той возможности, что Иран пытается, так сказать, в результате выйти из договора, нарушить договор о нераспространении, вряд ли ясно, что переговоры к чему-нибудь придут, кроме провала. Декабрь 2010 года в Японии, в Женеве, 2011 год в Истамбуле, багдадские переговоры в мае этого года. Вроде бы это некий набор неудач на самом деле накопленных. И эти неудачи, они совпадают с закрытием окна возможностей для Израиля, где он мог бы нанести удар по 300 ядерным площадкам. И я подозреваю, что эти переговоры не являются плодотворными с точки зрения увеличения уровня доверия. Я бы сказал, что переговоры необходимы для того, чтобы 5 членов Совета Безопасности Германии были вместе, чтобы у них был консенсус и единая позиция, но вероятность того, что эти договоры не дадут результаты, будет согласие, очень небольшие такие шансы. Что касается создания ядерного оружия, Иран не выполнил свои обязательства по поводу открытия возможностей для инспекторов и для инспекции. Я подозреваю так, что приглашение в последний момент главе МАГАТЭ — это некий такой, знаете, хитрость их. То есть они как бы действуют так, что вроде бы они Форда объект открывают. И я намного менее оптимистично настроен. Я более пессимистично настроен в отношении возможности того, что переговоры приведут к позитивным результатам.